В наших руках сегодня горячий уголек. Это обжигающая тема о том, как много ложного в самом понятии Древний Египет. И как странно, почему люди обманываться рады, не замечая очевидного вранья и подлогов. А рассуждаем о ней мы, профессор Игорь Владимирович Давиденко и я, Александр Гринин. Игорь Владимирович, всего лишь около 200 лет назад понятие Древний Египет вошло в цивилизационный оборот. Собственно говоря, массовая пиар-акция, вброс информационного продукта, произошла на рубеже 18 и 19 столетий. И главным в ней оказался никто иной, как Наполеон. Потрясенный европейский обыватель жадно впитывал в себя легенды и мифы, которые прибывали из раскаленных пустынь. И оспаривать древность пирамид и самого Египта никому даже в голову не приходило. Но вот идут годы, и вместо полураздетых фараонов в общественном сознании начинают появляться таинственные, но настоящие создатели и властители нильских царств-государств. У одних это атланты, а у других даже и раса яйцерожденных. Потом появляются пришельцы из космоса, и сейчас они самая популярная, наверное, версия, как вы помните, это посланцы созвездия Ориона. Есть теория параллельных миров, есть версия других измерений, ну и тому подобное, когда ностальгирующие засланцы, откуда бы то ни было, строят либо памятник своей далекой родине в виде пирамид, либо это сакральный объект, внутри которого удобно помолиться и вспомнить о вечном. Ну или может астрономическую обсерваторию, в которой, несмотря на кажущуюся примитивность, так легко наблюдать за Альдебараном. Можно вспомнить, что есть еще всякие сектанты, религиозные мистики, протоязычники, ну и так далее. Нет только обычно в телевизионном и литературном обороте каких-то приземленных, трезвых версий. Вот последние, правда, годы в мире явно наметилось зарождение направления, когда исследователи говорят не о великих пирамидах, а о великом обмане великих пирамид. О мистификациях и подтасовках, которые сопровождают тему так называемого Древнего Египта, начиная со времен Наполеона и Шампальона. О удивительном чуде нетронутых гробниц, например, того же Тутанхамона. О странной громогласности и в то же время удивительной закрытости, недоступности этой темы. Знаменитые на весь мир ученые утверждают, что есть неоспоримые доказательства того, что пирамиды построены, в лучшем случае, в средние века. А некоторые даже говорят о том, что вообще весь Древний Египет — это дело рук неугомонного Наполеона. Ведь не зря же он половину своей военной, подчеркиваю, военной экспедиции набрал писателей, художников и ученых. Я знаю, Игорь Владимирович, что у вас есть удивительные рассказы, удивительные мысли о Египте. И непредвзятый слушатель почерпнет как много нового для себя. Мы приступаем к разоблачению египетской тайны Наполеона Бонапарта на примере могилы Тутанхамона. Во-первых, сам по себе Тутанхамон загадка, хотя реконструирован даже его внешний облик. Он очень похож в реконструкции на Игоря Прокопенко, который ведет передачу «Военная тайна» на канале РЕН-ТВ. Один к одному. Левра Горицый, исследователь далекого прошлого, он, к сожалению, уже умер, написавший немало хороших книг, писал об экспедиции Наполеона. Наполеон немало потрудился в Египте, он занимался буквально всем. И даже тем, наверное, чему и не надо было уделять время. 19 мая 1798 года началась египетская экспедиция Наполеона. На 300 кораблях. Из Тулона была переправлена громадная армия в Египет. Возглавлял эту эскадру самый крупный корабль XVIII века.
У него толщина стенок была 1,5 метра. И на этом огромном корабле каждому солдату отводилось всего 40 сантиметров по ширине пространства. Так были забиты корабли войсками. Ну, во-первых, это было огромное войско. Было 200 инженеров и исследователей, были лошади, были кареты. Ну, в общем, туда собирались хорошо. Что делал Наполеон, это вопрос второй. Воевал с мамилюками, битва при пирамидах, тра-та-та, все хорошо. Дуэль Мюрата с каким-то пашой. Мюрат победил, ура, ура. С тех пор Мюрат носил челму, изображал из себя восточного человека. Да и Наполеон сам говорил: если бы я увидел хороший выход из положения, я бы, пожалуй, принял мусульманство. Но хорошего выхода из положения он не нашел в результате. Он понял, что эта операция подготовлена плохо, что флот Нельсона его стережет в Средиземном море, и надо как-то выходить из положения. Ему было очень трудно, он не имел связи с континентом, с другим, с Европой, но покупал газеты у англичан, которые стерегли его. Это вообще очень интересная была война. Короче говоря, Наполеон открыл гробницу Тутанхамона. Вот такой мой вывод. Хотя мы все знаем, что гробница Тутанхамона была раскопана в 1922 году Картером, ну и его единомышленником лордом Карнарвоном. Было ли это так, не было, это не важно. Важно, что, по моей гипотезе, когда Наполеон вскрыл гробницу Тутанхамона, удивлены были все. Надо сказать, что предметы, относящиеся к Тутанхамону, встречались и раньше. И, видимо, это и заставило Наполеона провести в долине царей хорошую разведку. И его солдаты, то ли каким-то чутьем, нашли. И когда вскрыли 16 ступенек входа и увидели фараонову печать, они не стали ее разрушать, а прошли немножко дальше раскопом и вскрыли стенку входа в гробницу. И проникли через стенку. И когда они прошли в переднюю камеру, а всего таких камер 5, и удивились, какое количество и каких предметов там затарено, они пришли в неописуемый восторг. Потому что один только гроб, в котором лежал Тутанхамон, был больше 200 килограммов золота массой. Маска 25 килограммов золотая, с припаянными медными ресницами. Как паяли, чем паяли, какой припой 3000 лет назад. Эта тайна сия велика. В передней камере были обнаружены такие предметы, которые удивили всех. Во-первых, колеса. Странные колеса, сделанные из ивовых прутьев, обернутых кожей, но зато с колпаками из золота, которые олицетворяли настоящее вроде бы колесо. Конечно, такие колеса никогда и никуда не поедут. Более того, если в нормальном колесе спица обязательно упирается в ступицу с одной стороны и в обод с другой стороны, пронзая его, то на колесах из гробницы Тутанхамона спица облекает обод колеса вилочкой. То есть достаточно малейшей неровности, и она выскочит. Она ни во что не упирается. Это какие-то странные вещи. Кроме того, там были разрезанные кареты, какие-то ящики, стулья-разножки. Ну, вот какими пользуются рыбаки. Раздвинул, садись, встал, сложил, взял в руку, пошел. То есть, как это люди сумели делать дырочки в палочках, чтобы натягивать потом ткани, делать такие разножки? Странно. Но главное не это. Главное в том, что вот эти напоминающие кареты емкости были распилены пилой. Это удивительно. Египтяне пил не знали. Ни одной пилы среди 5000 экспонатов в гробнице Тутанхамона нет. Я думаю, что когда
Наполеон понял, что ему богатство во Францию не вывести, что флот Нельсона его перехватит по дороге, он решил так: победим, вернемся, все возьмем. И решил сотворить чудо – закопать гробницу Тутанхамона, добавив туда еще 700 предметов, не принадлежащих эпохе Тутанхамона. Но, видимо, французского солдата не так просто взять за больное место. Часть все-таки образцов в карманах было вынесено, и потом их находили вокруг гробницы все-таки. Но когда они заделали очень хорошо проем в стене, все спрятали, Наполеон приказал засыпать все 16 ступенек, а после этого, как хитрый тактик, он тактик великий, он стратег плохой, он насыпал из кострищ угольев, каменьев обугленных, и потом рядом сделал что-то, которое теперь называли хижинами рабов, а потом еще сверху 5 метров всякого щебня и земли было насыпано. То есть спрятали прилично. Замечательно. Так вот, когда, как известно, чем кончилась эпопея Наполеона, что он удрал, бросив свою армию во Францию, и вывез только одно – Дендерский зодиак. Копию изготовили на месте и оставили в Дендерском храме, а оригинал он забрал с собой. Представляете? Поэтому множество фараоновых печатей, которыми потом гордились египтологи, это были подделки времен французского нашествия. Бог с ним. Теперь вернемся, что же там все-таки содержалось, по большому счету. Конечно, было бы интересно внимательно осмотреть всю коллекцию. Коллекция страшно разнородна, от примитивной бытовщины и грубой работы до тончайшей и изумительной. Очень хорошо сказал Леврага по этому поводу. Он сказал: содержание гробницы напоминает ему распродажу личных вещей еврея-антиквара времен Второй империи. Там было все. По завязку все было набито. Например, в гробнице оказалось 2 кинжала на теле мумии. Один золотой, а другой железный. И они так красиво лежали, что, в общем-то, казалось бы, родные кинжалы. Но на железном кинжале, якобы из метеоритного железа, есть выступы перед рукояткой. Интересно, каким напильником сделаны эти выступы? Ведь это же, во-первых, метеоритное железо, оно супертвердое. Во-вторых, а где тот напильник? Больше того, под изголовьем мумии была железная подставка. Значит, бронзовый век, а может даже еще раньше, каменный век. Это ж 3000 лет до нашей эры. Но, тем не менее, железная подставка была. Мы не знаем, что это такое, почему. По крайней мере, Наполеон выполнил свою функцию. Но вот что интересно. Когда в 1840 году прах Наполеона с острова Святой Елены был перевезен в Париж, и в соборе инвалидов был погребен в крипте, в саркофаге из шокшинского кварцита, то оказалось, что он погребен не в одном гробу, а в 4 гробах плюс саркофаг. То есть так, как Тутанхамон. Кто это сделал? Ведь до открытия гробницы Тутанхамона было еще 90 лет. Что это такое? Почему это так? Я думаю, что это помнили маршалы, которые еще были живы во время переноса храма Наполеона, и они выполнили его волю. Он был изумлен Тутанхамоном, видимо, влюбился в него. Не один он влюблялся. Был такой смотритель Каирского музея, который по ночам входил там, где лежала маска Тутанхамона, и целовал ее в губы. Такие фокусы бывают в жизни. Иначе говоря, у Наполеона своя судьба. А какова судьба гробницы Тутанхамона? Когда Говард Картер при поддержке Лорна Карнарвона пришли именно в то место, в которое надо было прийти, что удивительно, и ходят слухи, что Картер просто купил у кого-то
карту местности, где надо найти новую гробницу, хотя ему смотритель ценностей сказал, что в моем районе ничего нового найти уже нельзя, все найдено. Возникает вопрос, зачем было нужно Картеру до открытия гробницы Тутанхамона проводить узкоколейную железную дорогу к гробнице? Что он, собственно говоря, вывозил? Ведь все, что вынесено, было вынесено на руках, на специальных носилках. Тут много вопросов. Сегодня уже можно твердо сказать, что в Англии была целая мастерская, которая готовила предметы в гробницу Тутанхамона. Они доставлялись в определенных ящиках типа посылочных туда, довозились по узкоколейке, погружались, а вот открытие пирамиды отодвигалось, все отодвигалось, отодвигалось. В передней камере стоит один из таких ящиков. Я его называю посылочный ящик, и он уже виден на фотографии. Как раз рядом с ним стоит стул-разножка, каждый может посмотреть и убедиться, как это сделано. Так вот, посылочный ящик можно сделать всего лишь 3 способами, 4-го нет. Первый способ – склеить. Второе – сбить гвоздиками. И 3-й способ – скрепками соединить, как соединяли в 20 веке. Я просил Филиппова, который ехал как раз с экспедицией в Египет, заплатить какой-то бакшиш смотрителю и рукой попробовать, чем соединены фанерки. Кстати, сделать фанерку, наверное, эта задача не такая простая для 3000 лет тому назад. У меня подозрение возникло, что многие вещи в гробнице были там просто забыты. Их надо было уничтожить, сжечь, но этого, к сожалению, не сделано. Что еще тревожит? Великолепная статуя шакала Анубиса, который хранит тело фараона, находится на довольно приличном пьедестале, но на ужасных носилках, которые сделаны грубо, так как даже самый чернорабочий человек не может вырубить. Очень, то ли они не умели работать с деревом, то ли работали плохо, мне непонятно. Хотя богини-охранительницы у шкафа, где хранятся внутренности Тутанхамона, изумительны. Здорово сработаны, причем не натуралистично, а с полетом мысли, экспрессивно. И покрыто золотом очень здорово. Это потрясает, такая красота. Вот маска Тутанхамона. Обратите внимание, что ресницы на глазах медные и припаяны. Задайтесь вопросом, какой был припай, кто это делал, и сумеет ли сегодня найтись ювелир, который так легко и красиво это сделает. Дефектов не видно. Меня удивил шкаф для хранения как раз внутренности фараона. Шкаф с канопами. Канопы – это каменные сосуды, якобы выдолбленные, в которые кишки слагаются, легкие, сердце и так далее. Верхняя часть шкафа удивительно, хорошо сделана. Богини-охранительницы – высший класс. Даже видно, что у них накидки воздушные на телах. Удивительно. А вот низ этого шкафа меня поражает. Обратите внимание, как будто это какие-то сани для подвоза воды от колодца к избе. Очень грубо. Что? Они умели древние египтяне с деревом работать? Возможно. Но резьба по верху шкафа мне очень что-то напомнила. Это лотосы. Но они мне напомнили то, что я уже видел и довольно часто. Резьбу на моем домашнем шкафу. Просто удивительно. Это действительно так. Но тогда возникает вопрос. Когда же люди стали по подобию шкафа Тутанхамона делать шкаф, который называется славянский шкаф? У Ильфа и Петрова на эту тему много иронии. Возникает вопрос. Сколько лет готовят вот такие шкафы, славянский шкаф? Да уже, наверное, лет 150. Значит, до открытия гробницы Тутанхамона. Еще дальше идем. Великолепные кресла, на которых изображение и Тутанхамона, и его супруги. Работа ювелирная по тому же дереву. Подставка отвратительная из 3 сколоченных досточек. То есть удивительно комбинации
изящной работы кресла, подставки под ноги, хранителя внутренностей фараона, это удивительно, потому что сделать кресло Тутанхамона – это блестящая столярная работа. Просто краснодеревщик должен работать. Но опять я спотыкаюсь о посылочный ящик, думаю, что именно в мелочах кроется дьявол, и мы видим, что проблема не решена. Авторы египетского альбома делают упор на то, что на покрывале, который был на мумии Тутанхамона, изображен крест. Фактически это тот же анх, только другого типа, но, в общем-то, напоминает христианский крест. Напоминает. Ничего тут не поделаешь. Но это было нужно авторам на то, чтобы сказать, это было не тогда, а намного позже, когда уже христианский крест был всем известен. Я обратил внимание вот на что. На ножи Тутанхамона. Во-первых, сам по себе нож, по конфигурации, это скорее изделие даже не средних веков, а примерно 17-18 века. Клинок якобы из метеоритного железа, это никем не проверялось, но ходят такие слухи, имеет запилы, которые сделаны, естественно, напильником. Напильников тогда не было. Кто это сделал? Как? Еще худший криминал – ножны для золотого кинжала. Они совершенно невозможные. Увеличив эти ножны в компьютере, я увидел, что на них не изображены животные африканские, а изображены животные европейские, то есть олени и волки. Волки нападают на оленей. Кстати, антапки, то есть петли для прикрепления к поясу, припаяны. Иными словами, работа удивительная. Вы не видите здесь заклепок, которые были раньше. Значит, это как-то все спаяно, стенки ножен. Это показывает, что это чужой инородный материал. Дальше. Говард Картер и Карнарвон рассорились в конце эпопеи, потому что Карнарвон требовал некоторые изделия оправлять в золото и платину и наживать деньги, продавать в качестве раритетов. Сейчас так многие делают, раньше делали не все. Карнарвону это пришло в голову. Но Карнарвон вскоре умер, то ли от укуса какого-то насекомого, то ли от проклятия пирамид, которые, как всем хорошо известно. Ну и Картер, в общем-то, не очень долго жил, но неважно. Важно то, что там приписано чуть не 20 смертей тем, кто вошел внутрь. Хотя никто не знает, от чего они помирали. Считается, то ли грибок там какой-то ядовитый был, то ли гематитовая пыль, которая отравляет, как любит говорить это Захи Хавас, что жрецы посыпали все красной пудрой гематитовой, а вдыхание гематита приводит к смерти. Это неправда, не приводит. Но опять не важно. Важно, что в прошлом году в доме лорда Карнарвона была вскрыта тайная комната. Пробили стену при ремонте. Там оказалось помещение. Зашли и обнаружили там громадное количество египетских изделий, то есть изделий для Египта. У Карнарвона, наверное, была идея долго торговать сокровищами Тутанхамона. Это как последний штрих. Иными словами, археология, она здорово смешалась с предпринимательством. Это действительно так. Вспомните, как люди, движимые рекламой или идиотизмом, скупали мумии египетские. Доходило до того, что чай с мумиями пили, растирая в порошок материал мумии. Кончился это тем, что мумии потом топили после этого. Удобрения их брали. Если первая группа мумий, которая пошла на продажу, расходилась хорошо, то одна даже до Иркутска доехала. Причем, кажется, за счет египетского правительства. Там много разных историй. Но когда пришла большая вторая партия мумий на продажу, то кто-то из покупателей сказал, вот первые почему-то были без запаха, а эти немножко пованивают. А потом, когда начали эти мумии распеленывать, то оказалось, что у них между бинтами находятся листья табака
и, что самое страшное, листья коки. Иными словами, это были мумии из Нового Света, из Южной Америки. Там очень много захоронений в сухих песках пустыни, из которых изготавливали фальшивки, а по дороге морем они немножко засолонялись морской водой и немножечко начинали гнить. Это, конечно, замечательно, но факт остается фактом. Вокруг египтологии ходит очень много вообще-то дурных таких слухов, не только одни египетские тайны, но еще и тайны людей, причастных к Египту. Ну, например, в отдельных фильмах показывают, как египтяне делали огромные блоки из известняка. Для этого пользуются сведениями о том, как вырубали в начале 20 века пещерные храмы коптов под Каиром. Там действительно с помощью пороха, динамита, который уже к этому времени был, выбраны огромные полости в известняках. И там православное христианство, копты, там ведут службы. А вот при этом антураже во время строительства кто-то снял фильм и потом выдавал его за изображение, вот как делались большие блоки пирамид. Современными инструментами, между прочим. Это вообще удивительно. Я уже не говорю о том, что абсолютно не выдерживает критики вот идея передвижения больших блоков и больших масс горных пород. Это совершенно невозможно. И если египтяне были настолько умны, что догадались, что можно раскрошить твердое и превратить его через манипуляцию соединения с водой снова во вторичное твердое, и оно может быть бесконечно большим по сравнению с первичным продуктом, это колоссально. Я готов верить такому народу, любить такой народ, уважать такой народ, по крайней мере, хотя бы за то, что он на своей маленькой территории, территория-то Египта обжитая несчастна, мала, вся в долине Нила, не больше. Этот народ надо уважать, что он был терпим к сохранению вот этих общечеловеческих богатств. Ну и, конечно, я думаю, что в будущем недра Египта поразят нас всех. Месторождения Тантала, Ниобия и Бериллия будут обязательно востребованы будущим человечеством. И мы тогда увидим, что такая гора, как Абу-Рушейт, гранитная, будет разобрана на песчинки, будет обратный ход. Она сопоставима с пирамидой. Больше того, у меня на балконе лежит кусок гранита из Египта. Обычный гранит, только в нем минералы берилла, бериллий-3, алюминий-2, Си3, О18, 10%. Это удивительно. Изверженные горные породы, в которых 10% минерала берилла. Тот, который в другом цвете называется изумрудом. Вот так вот. Красота какая. То есть нас еще ждет много чего.